Тысячи ракет готовы к пуску. Самые страшные угрозы не голословны. Столица в опасности. Задачи операции не выполнены. Конфликт близок к новой фазе, а тысячи десантников готовы к высадке. Срочная отставка правительства, политический кризис и раскол коалиции. У пророссийских сил появился шанс. Удар по флоту, поражение важных целей, успешная операция разведки. Раскол в лагере Зеленского. Бывший соратник угрожает президенту. Какой компромат может всплыть? Казахстан избавляется от зависимости от России. Сделан важный шаг. Какой? Досмотрите об этих и других событиях к утру среды 6 мая. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корнеев. Американские десантники готовы к войне. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. 82-я дивизия готова к развертыванию в течение нескольких часов после получения приказа. Эти десантники способны выполнить любую задачу в любых условиях, постоянно тренируются и всегда готовы десантироваться с самолетов ВВС в зону наземного боя и захватывать ключевые позиции по приказу. Генерал признал, что иранцы атаковали американские войска более 10 раз после заключения перемирия. Тем не менее, Кейн считает эти действия недостаточными, чтобы ответить по полной. Но проблема в другом. По словам генерала, около 22,5 тысяч гражданских моряков на борту более чем 1500 коммерческих судов остаются заблокированными в Персидском заливе. Украинская разведка вынуждена признать, Москва обладает огромным запасом ракет. На фоне угроз Минобороны, государства-агрессора, о возможном ударе по Киеву 9 мая издание НВ обратилось к ГУР. В ведомстве заявили, российские склады не только не опустели, но и продолжают пополняться. В распоряжении захватчиков на середину апреля только различных видов крылатых ракет было более 1500. Кроме того, в арсенале Кремля имеются сотни гиперзвуковых и баллистических ракет. Среди прочего, в руках у российских военных имеется 10 ракет «Орешник». Эпичные пожары в Туапсе и Перми потушены, но столб дыма поднимается в другом месте. Вблизи российского Геленджика горел танкер из теневого флота. По данным телеграм-каналов Экселинова и Дрон-Бомбер, беда с судном приключилась примерно в 5 километрах от берега. Дым видно было даже из Новороссийска, это около 30 километров. По предварительной версии, это танкер «Уоллер». Он мог перевозить подсанкционную российскую нефть и ранее ходил под флагом Панамы. Кто устроил неприятности этому танкеру, остается догадываться, а тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось об успешном ударе по военному флоту России. И результат впечатляет. Спецподразделение «Призраки» поразило сразу несколько жирных целей. Речь о самолете Б-12 «Чайка», 3 катерах и судне обеспечения российских сил. Видеоотчет разведчики сопроводили издевательским текстом. Отдельный эпизод – уклонение борта «Призраков» от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и достигли очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию. Операция прошла чуть ранее на территории оккупированного Крыма. Теперь стал понятен результат. В Москве на параде 9 мая ни самолетов, ни танков не будет, но украинские защитники работают над увеличением участников подводного парада Черноморского флота России. Ни дня без посадки. В России продолжают сажать ракетостроителей. Новосибирский суд приговорил 2 специалистов к 12,5 годам колонии каждого. Валерий Звегинцев и Владислав Галкин занимались исследованиями в области гиперзвука, технологий для ракет «Кинжал», «Циркон» и «Авангард». Под уголовную статью разработчики попали из-за научной статьи. Ее опубликовали в иранском журнале. По данным источников, перед этим
этим она прошла проверки и не содержала секретов, но следствие решило иначе и обвинило ученых в госизмене. И это не единичный случай. По делам о гиперзвуке уже проходят более 10 ученых, несколько получили до 15 лет. 2 умерли, не дождавшись суда. Но сажают не только ученых. На днях стало известно об аресте директора Красноярского машиностроительного завода. Александр Гаврилов должен был наладить серийный выпуск тех самых «Сарматов», которыми Путин угрожал миру еще в 2018 году. Согласно утечкам, директору шьют дело о растрате. Перед смертью Сталина было дело врачей, теперь вот дело ракетостроителей. Может, все движется к просмотру того самого балета? Что думаете? Бывший соратник Зеленского угрожает его команде. В ответ на введение санкций против себя экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан делает громкое заявление. Санкции вынесены в отношении меня за распространение среди журналистов пленок Миндича. Сложная конструкция по опубликованию коррупционных разговоров чиновников спрятана за юридической фразой «за системную дискредитацию высшего руководства государства». 2 мая Владимир Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и еще ряда лиц. В обосновании говорилось, что их действия, цитирую, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. И обещаю, все должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом противодействовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции, ждем. Санкции так санкции. Чекаем. Андрей Богдан занимал пост главы администрации, позже переименованной в Офис президента, с мая 2019 года. В феврале 2020 он был снят с этой должности. В настоящий момент бывший чиновник живет за границей. Вопрос к нашим украинским зрителям. Как думаете, чем может обернуться это противостояние бывших соратников? Поделитесь своим мнением в комментариях. Новый политический кризис в стране, где только недавно удалось не допустить победы промосковского кандидата. Правительство Румынии отправили в отставку, причем почти единогласно. Парламент проголосовал за вотум недоверия кабинету Илье Балажана. За 281 депутат при минимуме в 233. Против всего 4. Самое интересное, главный инициатор произошедшего не оппозиция, а партия, входившая в правительственную коалицию. Это социал-демократы. Они обвинили премьера в жесткой экономии и падении уровня жизни. Премьер упрекнул коллег. Кто-нибудь может сказать, как Румыния будет функционировать с завтрашнего дня? У вас есть план? Я могу уйти, но серьезные проблемы этой страны останутся. Они не уйдут со мной. Мы рискуем потерять доверие, потерять деньги из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, вернуться к тому, что вы делаете сейчас, к тому месту, где мы остановились. Я точно знаю одно. Я не знаю, кто выиграет политически от происходящего, но я точно знаю, что румыны от этого проиграют. И это очень жаль. Некоторые наблюдатели опасаются, что правительственный кризис может открыть путь к власти националистической партии «Альянс за союз румын». В прошлом году ее лидер Джорджо Симеону проиграл во втором туре президентских выборов. Во время избирательной кампании этот пророссийский политик выступал против военной помощи Киеву. Над путинским назначенцем сгущаются тучи. Перспективы у одного из самых известных губернаторов России все хуже. Еще недавно Вячеславу Гладкову прочили скорую отставку и поездку послом в непрестижную, но солнечную Абхазию. Но теперь судьба руководителя Белгородчины рисуется в более мрачных тонах. По данным важных историй, на Вячеслава Гладкова готовят уголовное дело. Источники говорят о жестком конфликте с силовиками ФСБ и Минобороны. Тем более бывшие заместители губернатора уже арестованы и могли дать показания. Сам Гладков раньше открыто критиковал отключение интернета и сбои связи. Говорил, что это мешает предупреждать людей об атаках. Даже заступался за своих подчиненных после арестов. В Москве этого рвения, похоже, не оценили.
Казахстан уходит от российской энергии. Названа конкретная дата. Страна планирует отказаться от импорта электричества у северного соседа уже с 2027 года. Об этом заявил замминистра энергетики Сунгат Есимханов. Мы, если в конце этого года, в начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем. Мы там строительство атомной станции ждать не собираемся. Пока зависимость остается. Страна входит в число крупнейших покупателей электроэнергии у Москвы. В прошлом году это было около 60% от общего объема поставок. Но цифры быстро меняются. В 2024 году страна купила у соседа более 2 миллиардов киловатт-час, в текущем ожидается почти вдвое ниже. И это уже тренд. Ранее Казахстан начал отказываться от российских подрядчиков при строительстве новых электростанций, выбирая Китай и других партнеров. Интернет отключили, в РПЦ предлагают не паниковать, а подумать о душе. Представитель Русской Православной Церкви Вахтанг Кипшидзе заявил, сбои связи не повод для тревоги. По его словам, россиянам стоит воспринимать это как напоминание о хрупкости технологий и сосредоточиться на духовном. Когда мобильный интернет отключается, это должно наталкивать нас на мысль о хрупкости технологической цивилизации, которая обещает нам почти все в этой жизни, вплоть до цифрового бессмертия. А на деле всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют своей ценности в любых обстоятельствах. Получается, интернет отключают не из-за страхов Владимира Путина перед украинскими дронами, а чтобы россияне подумали о душе. Согласны? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.